Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узоров уже очень много. И чтобы вы, так скажем, не растерялись, заходите в плейлисты и смотрите определенную тематику, да, узорчиков. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам огромнейший привет. Отдельные слова благодарности. Мы большая группа поддержки. Столько много приятных комментариев, отзывов, предложений. Спасибо вам огромное. Я сегодня к вам с новым узорчиком и вот с такими вот ниточками. С ними мы с вами еще не работали. Они, так скажем, лежали и дождались своей очереди. Захотелось вот именно такое сочетание. Думаю, получится очень интересно. Что же это за ниточки? Смотрите, называются они Газал Baby Cotton. Моточки небольшие, 50 грамм, 165 метров. Состав это 40% акрил и 60% хлопок. Очень приятные ниточки, очень классные. И что у нас здесь говорит производитель по поводу крючка? Смотрите, от двойки до тройки. Я беру троечку, так, свою любимую троечку, и буду вязать троечку, потому что у меня был опыт работы с данной ниточкой. Троечка меня, в принципе, устроила. Итак, схемку к данному узорчику я приложу сюда, да. При желании пишите, я продублирую в инстаграме. Схемка ходит по интернету в свободном доступе. Вы наверняка видели эту схемку, вы наверняка видели этот узорчик, но давайте попробуем тоже сегодня связать. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек, да. Раппорт узорчика будет 10 петелек, и мы с вами давайте наберем, так как ниточка чуть потоньше, да, мы с вами наберем давайте 41 петельку, чтобы красиво узорчик закончился ровно, да, 41 петельку. Итак, все как всегда. Делаем петельку фиксации, несложно. А потом набираем 41 воздушную петлю. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40, 41. Вот наш будущий образец. Теперь по схемке, видите, да, много воздушных петелек, и чтобы новички не потерялись, не заблудились, давайте все-таки сделаем с вами первый ряд вспомогательным. Итак, 3 петельки подъема, 1, 2, 3. Далее считаем пятую петельку от крючка, 1, 2, 3, 4, 5. Накид, в пятую ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом называется. Идем дальше. Следующую петельку опять также ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. И так далее, и так далее. Вяжем так до конца ряда. Я вяжу столбики с накидом, да. Вы можете вязать полустолбики с накидом, можете вязать столбики без накида, как вам удобно. А если вы опытная мастерица, то естественно, что вы можете сразу приступать непосредственно к узорчику. Просто новичкам будет сложно разобраться пока. Потом они, конечно, разберутся. Пока им сложно разобраться в петельках воздушных, не запутаться. Удобнее все-таки работать со столбиками. Договорились? Все, давайте вот так вот до конца ряда. Если вы набирали точно так же, как и я, 41 воздушную петельку, то у вас должно получиться 41 столбик с накидом. Вот эти 3 петельки подъема мы тоже считаем. Угу. Это у нас имитация столбика. Итак, до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, какая классная яркая дорожка получилась. Итак, что делаем дальше? 40, получается, один столбик у меня получился. Дальше воздушная петелька, поворот. И сюда же, вот сюда же, в этот же столбик, вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Есть. Есть. Далее, одна воздушная петелька. Раз. Теперь смотрите, пропускаем 4 столбика. Смотрим. Раз, два, три, 4. В пятый, вот этот вот, будем нырять. Делаем 2 накида. Нырнули в пятый столбик. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Это получается у нас столбик с 2 накидами. И таких мы должны сделать здесь 7 штук. Вот сюда, вот в этот получается пятый столбик. Один столбик мы уже сделали. Сюда же вводим крючок, вытягиваем ниточку и опять провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Второй столбик с 2 накидами. Сюда же провязываем третий столбик.
с двумя накидами. Сюда же провязываем 4 столбик с двумя накидами. Сюда же 5, 2 накида, 6, опять 2 накида и 7 столбик. Вот, у нас получился вот такой вот веерочек, да, из столбиков с двумя накидами. Далее 1 воздушная петелька. Опять считаем 1, 2, 3, 4 столбика. В 5 столбик ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. 1 воздушная петелька. Опять смотрите, 1, 2, 3, 4 столбика пропускаем. В 5 столбик опять будем нырять, делать столбик с двумя накидами. То есть опять наш веерочек. Здесь будет у нас получается опять 7 столбиков с двумя накидами. Понятно, да? Итак, 1, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4, сюда же. 5, сюда же 6 и сюда же 7. Вот второй веерочек такой большой, да, смотрите, за счет того, что столбики с двумя накидами, они такие высокие веерочки получаются. Опять делаем 1 воздушную петельку, пропускаем 4 столбика, 1, 2, 3, 4, в 5 ныряем, провязываем столбик без накида. И потом опять воздушная петелька и опять провязывайте точно так же веерочек, так, то есть несложно. Так вот вы провязываете до конца ряда. Веерочек, столбик, веерочек, столбик. Не забывайте про воздушную петельку. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот довязали практически до конца, да? И здесь мы заканчиваем наше вязание. После, получается, веерочка сделали воздушную петельку. Опять пропускаем 4 столбика. Раз. Считаем 1, 2, 3, 4. И вот в 5 столбик, а это у нас получается 3 петельки подъема, да, имитация столбика. Так вот, в 3 петельку ныряем и провязываем обычный столбик без накида, все как по узорчику. И смотрите, здесь сделаем так вот 1 воздушную петельку, потянем. Для чего? Потому что следующий ряд я буду делать черной ниточкой. То есть вы можете любой другой, да? Но суть в том, что данный узорчик будет состоять один ряд одного цвета, один ряд одного цвета. Понятно? И мы, получается, начнем с вами справа, дойдем до желтой ниточки, и здесь переключимся на желтую. Потом желтый будем вязать, да? Потом опять вернемся черной и так далее. Для чего? Чтобы мы с вами не резали ниточки. Если вам неудобно, то вы, конечно, можете отрезать и переключаться. Ну, то есть, как вам будет удобно. Итак, смотрите. Я оставляю здесь желтую ниточку, присоединять сюда буду свою черную ниточку. Итак, вначале петельку фиксации, чтобы у нас петельки никуда не расползлись. И смотрите. Опля. Так, вот, здесь у нас был столбик без накида. Мы ныряем вот в этот столбик, верхушку. И сейчас мы должны присоединиться. То есть берем нашу черную ниточку и провязываем, протягиваем через желтую петельку и через петельку, которая на крючке. Угу, вот. Далее воздушная петелька и сюда же сделали столбик без накида. Все, по узорчику столбик без накида. Далее смотрите. Здесь, получается, будет, ну, начало как бы ряда, да, поэтому мы здесь сделаем просто в арочку нырнем. Здесь была воздушная петелька и провяжем столбик без накида. Дальше будет интереснее. Итак. 11 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сделали. И вот наш весь веерочек мы перешагиваем через него и направляемся вот к арочке, которая была после веерочка. Помните, воздушную петельку делали? Вот. Мы вот в эту арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Теперь делаем пико. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И возвращаемся к первой петельке. К первой петельке вернулись. Вот так вот вытянули ниточку и сразу же провязали через петельку на крючке. Оп. Ну, вот такая вот маленькая как бы петелька получается. Шишечка. И пропускаем столбик. Вот наш желтый столбик без накида. Ныряем в следующую арочку. То есть после столбика, помните, была воздушная петелька. И делаем точно так же столбик без накида. Вот. Вот такая красота получается. Получается большая такая арочка и столбик с пико, столбик. Опять делаем 11 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Опять перепрыгиваем полностью весь наш веерочек. Ныряем в арочку перед столбиком в начале, перед столбиком без накида. И провязываем столбик без накида.
Опять делаем пико. Раз, два, три воздушные петельки. Возвращаемся к первой петельке, ныряем в первую петельку, вытягиваем ниточку. И эту же ниточку протягиваем через петельку на крючке. Оп, вот такая вот шишечка маленькая получается. И опять сразу же переключаемся вот в эту арочку за столбиком без накида. И провязываем столбик без накида. Понятно? У вас получится это пока такая неоформленная красота. Дальше она будет расти и будет намного красивее. Все, давайте так до конца ряда. Большая арочка, пико, большая арочка, пико. Здесь я вас в конце встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот что у нас должно получиться. Так. И смотрите, как заканчиваем ряд. То есть мы с вами сделали вот такую большую арочку, да, нырнули в первую, в такую вот арочку из воздушной петельки, провязали столбик без накида. И далее мы здесь пико делать не будем. Мы просто присоединяемся вот к этому желтому столбику последнему без накида и провязываем наш столбик без накида таким вот образом. И делаем опять воздушную петельку, вытягиваем ниточку и переключаемся на желтую ниточку. Черную пока оставляем. Желтую подтягиваем для себя, чтобы нам было удобнее. Так, вот таким вот образом. И мы с вами уже, получается, в прошлом ряду, да, одну воздушную петельку сделали. Поэтому здесь мы сейчас будем делать 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. По итогу здесь 5. Поняли, да? Мы тогда, когда освобождались от желтой ниточки, сделали одну воздушную петельку. Теперь делаем 2 накида и возвращаемся вот сюда к нашему желтому, вот именно желтому столбику. Вытягиваем вот так вот ниточку и провязываем еще за этот столбик 3 столбика с 2 накидами. Раз столбик. Сюда же ныряем. 2 столбик. Секундочку. Сюда же ныряем 3 столбик. И по факту у нас получается вместе с петельками подъема, да, как бы 4 столбика. Раз, два, три, 4. То есть, ну, как бы пол веерочка нашел. Итак, воздушная петелька. И смотрите дальше. Вот наш был желтый веерочек. То есть мы сейчас желтой ниточкой будем работать именно с желтым рядом. Отсчитываем 4 столбик. Раз, два, три, 4. Вот наш 4 столбик. Беремся за его верхушку. Вот так вот вытягиваем ниточку. И у нас, получается, попадает в нашу петельку и черные вот эти вот воздушные петельки. И их тоже с собой берем и провязываем столбик без накида. Угу. Далее воздушная петелька. 2 накида. И мы теперь с вами должны будем провязать веерочек, состоящий из 7 столбиков. Вот точно такой же веерочек. Из 7 столбиков с 2 накидами. Но смотрите, какая особенность. Вот так вот загибаем с вами черное вот это пико. И переключаемся. Помните, здесь у нас был столбик без накида. Вот, переключаемся непосредственно к этому столбику. Цепляемся за верхушку. Аккуратненько. И вот мы будем здесь непосредственно провязывать все наши 7 столбиков с 2 накидами. Раз. 2 накида сюда же. 2. 2 накида сюда же. 3. 2 накида сюда же. 4. 2 накида сюда же. 5. 2 накида сюда же. 6. И последние 2 накида и сюда же 7. Вот опять очередной веерочек. Угу. Воздушная петелька. Опять отсчитываем в желтом, да, ряду, в желтом веерочке 4 столбик. Раз, два, три, 4. Присоединяемся верхушкой к желтому столбику и захватываем нашу цепочку черную. И провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. И опять переключаемся. Вот он наш столбик. Убираем, чтобы нам не мешалось это пико. Так. И за верхушку, видите, да? За верхушечку 2 петельки. Как бы, ну как косичка, да, капелька. Вот. Цепляемся за верхушку. И будем здесь провязывать все наши 7 столбиков с 2 накидами. Итак, раз, два, ныряем и опять провязываем очередной веерочек. То есть желтый, да, ряд у нас будет все время одинаково повторяться. То есть будет состоять из веерочков. Давайте до конца ряда провязывайте. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, провязали красоту. И не забываем, да, что мы заканчиваем, получается, пол веерочка. То есть так же, как и начинали, да. Здесь у нас получается 4 было столбика с 2 накидами. И здесь 4 столбика с 2 накидами. Опять делаем так вот воздушную петельку, чтобы ниточка никуда не убежала. Переключаемся к нашей черной ниточке. Так. Если вам это неудобно, отрезайте. Угу. А может быть, вы будете одним цветом вязать, поэтому вообще ничего отрезать не надо. Итак, наша задача сейчас, смотрите, переключиться вот сюда, вот
на, получается, пятую петельку подъема. То есть мы можем сделать воздушные петельки. Так, мы одну уже сделали, еще делаем 4. Раз, два, три, 4, чтобы у нас просто край не затягивался, да? Вот. И переключаемся, получается, на самую верхнюю петельку. Вот таким вот образом. Соединительной петелькой раз, соединились и подключились. И теперь точно так же, смотрите, делаем одну воздушную петельку. И сюда же присоединяемся и делаем столбик без накида. Все, начинаем наш ряд с черненькой ниточкой. Так как у нас здесь с вами получается пол веерочка, поэтому у нас здесь будет точно так же половинка наших воздушных петелек. У нас было 11, здесь будет 5. Раз, два, три, 4, 5. И теперь смотрите внимательно. Мы должны будем присоединяться, да, помните, в предыдущем ряду, вот за получается, столбиком, да, в арочку ныряли. А теперь мы с вами, смотрите, как будем нырять. Помимо того, что в арочку, мы еще будем с собой прихватывать черную, вот эту вот нашу цепочку. Видите? Вот таким образом. Раз, присоединились и провязали столбик без накида. Понятно? То есть вместе с черной ниточкой. Далее точно так же делаем пико, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Присоединяемся к первой петельке, то есть возвращаемся, да? Вытягиваем ниточку и провязываем эту ниточку через петельку на крючке. Все. Вот у нас такая вот опять получилась шишечка, бубочка, капелька, как мы ее назовем. Дальше мы должны провязать точно так же. Опять столбик без накида. Зацепляем и черную, получается черный ряд, и желтый ряд. Вот так вот вместе их. Оп. И столбик без накида. Понятно? А дальше все то же самое. 11 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И перепрыгиваем полностью весь наш веерочек. Так, направляемся непосредственно вот в эту арочку. И помним, что зацепляем вместе с черной цепочкой. Оп, столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Возвращаемся к первой петельке. Делаем пико. Вытягиваем ниточку. И эту ниточку провязываем через петельку на крючке. Вот опять такая же, видите, загигулька получилась. И опять пропускаем желтый этот столбик без накида, ныряем в эту арочку и с собой тянем вместе и черную цепочку. Все, несложно. И опять 11 воздушных петелек и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот появляется вот такая вот потихонечку красота. Угу. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, провязали нашу красоту. И помним, да, что у нас здесь было пол веерочка, поэтому здесь будет половина цепочки, да. Не 11 петелек мы сделаем, а всего лишь только 5. Вот мы сделали 5 петелек черной ниточкой, цепочку, аккуратненько. И, смотрите, присоединяемся к нашему желтому столбику, вот за верхушку цепляемся и делаем обычный столбик без накида. Все. Опять сделали воздушную петельку, подтянули, чтобы у нас ниточка никуда не ускакала. Переключаемся на желтую ниточку. Опять подтягиваем к себе желтую ниточку, как нам удобно. И наша с вами задача, а будем опять точно так же провязывать все наши веерочки. И теперь мы будем повторять вот самый первый ряд с нашими веерочками. То есть изначально мы с вами здесь сделаем столбик без накида. Воздушную петельку мы с вами сделали, когда здесь провязывали. Помните, да, когда заканчивали ряд, мы сделали воздушную петельку. И поэтому мы присоединяемся вот к черному столбику и делаем столбик без накида. Вот таким образом. И дальше смотрите. Для того, чтобы сохранить картину, что у нас вот наши вот эти вот черные, наши, как они называются, цепочки, да, вместе с такими бубочками, они будут находиться все только на одной стороне, да, это будет как бы лицевая сторона. А это получается изнаночная, видите? Этих, получается, пико нету. А здесь они есть. Поэтому для того, чтобы сохранить их здесь, мы будем с вами, смотрите, провязывать веерочек каким образом. Итак, воздушная петелька, 2 накида. И мы провязываем, прячем вот сюда, да, на себя, как бы наклоняем вот это пико. И вот видите наша желтая петелька, столбик без накида. Мы, получается, цепляемся за верхушку вот этого столбика. И будем в верхушку этого столбика провязывать все наши 7 столбиков с 2 накидами. Понятно? Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же 4. И сюда же 5. 6.
И последний столбик 2 накида, 7. Не забываем сделать после веерочка воздушную петельку. Так, видите? Вот такая вот будет красота. И опять, смотрите, отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. К четвертому присоединяемся и с собой тянем точно так же, прячем и черную, получается, цепочку. Оп, понятно? Воздушная петелька и опять 2 накида. Точно так же переключаемся к столбику без накида. Пико на себя наклоняем для удобства, да? Вот он наш столбик без накида. Мы присоединяемся за верхушку этого столбика, цепляемся и провязываем опять очередной веерочек. Смотрите, вот постепенно будет вырисовываться вот такая вот красота. Понятно? Все. На этом как бы все. Принцип понятен, да? То есть вы опять идете желтенькой ниточкой, догоняете, получается, черненькой. Возвращаетесь опять желтенькой, догоняете черненькой. И так далее, соблюдая принцип, что у вас спереди, да, вот эта лицевая сторона, вот ваше пико, все будут только с одной стороны. С обратной стороны их не будет. Все. Давайте вырастим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получается. Должно быть очень-очень красиво. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот в итоге, что должно получаться, да, вот такие вот интересные как бы ромбики. Смотрите, вот, например, вязала, решила закончить, да. Получается, видите, как у нас заканчивается наше вязание. То есть как бы некрасиво. Что мы можем сделать? Начала вязать, хотя решила вам показать, как мы будем выравнивать край. Итак, смотрите. У нас здесь получается веерочек, да, веерочек. Мы сейчас с вами будем делать веерочек обратный. Видите? Вот он. В обратную сторону веерочек. То есть будем провязывать вот так вот столбики и потом присоединяться точно так же к нашей черной цепочке. Итак, смотрите. Так как у нас все наши столбики были с 2 накидами, мы точно так же будем делать столбики с 2 накидами. Но смотрите, какая особенность. Итак, вот присоединились, например, вот, да, видите, к цепочке столбиком без накида. Далее провязываем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И вот смотрите, у нас здесь получается 7 столбиков, да, мы присоединились к среднему, к четвертому. То есть 3 столбика осталось. 1, 2, 3. Так. И вот от этого получается тоже веерочка 3 столбика. 1, 2, 3. И вот этот наш столбик, который столбик без накида, будет у нас 7-м столбиком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Запомнили? Теперь что делаем? 1, 2 накида. Цепочку нашу убираем назад, мы ее не трогаем. То есть сейчас работаем только вот с этими 3 столбиками. За первую верхушку взялись, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки. Смотрите внимательно. Стоп. Дальше не провязываем. Опять 2 накида. Следующий столбик взяли. 1, 2 петельки, 2 петельки. Стоп. И третий столбик от этого веерочка берем. Точно так же. 2 петельки, стоп. Все петельки на крючке у нас. Идем дальше. 2 накида. Вот, помните, у нас получается здесь был столбик без накида, за которым мы в предыдущих рядах вязали веерочки. Здесь мы сделаем всего лишь только 1 столбик с 2 накидами, но тоже провязаны не полностью. Итак, 2 петельки провязываем, 2 петельки, тоже стоп. Переходим к следующему веерочку. Точно так же 3 столбика забираем, 2 петельки, 2 накида вернее, 2 петельки, стоп. Вот, все петельки у нас на крючке. Второй столбик точно так же провязываем. И третий столбик точно так же провязываем. Возможно, первоначально вам покажется неудобно, но смотрите, какая получится в итоге красота. Итак, у нас с вами получается 7 петелек от столбиков и последняя 8-я петелька, которая была на крючке. Теперь мы все эти 8 петелек аккуратненько, видите, одной ниточкой так раз и провязываем. Оп. И обязательно зафиксируйте, чтобы они никуда не убежали. Смотрите, вот вам веерочек. Смотрит наоборот вниз. Красота. И дальше, чтобы нам перейти непосредственно к нашему 4-му столбику, мы же должны как-то дотянуться, поэтому мы делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вот, дотянулись. И здесь, получается, к 4-му столбику присоединяемся, захватываем нашу черную цепочку и провязываем обычный столбик без накида. Как вам? И краешек, видите, ровненький, выравнивается. Вот точно так же до конца ряда. А потом можно вернуться, как мы и начинали в самом начале, вот этими столбиками нашими с накидом. Давайте. До конца ряда сейчас провяжем, выровняем край. Обратно вернемся столбиками с накидом. Так, смотрите, по итогу,
что у нас получается. Вот такая вот красота. А красота получается односторонняя. Видите? Раз. Вот. Если интересно, так скажем, более изнанка, да, то можете оставлять изнаночку. Так скажем, будут веерочки с таким вот ограждением. Тоже интересно. Да? Либо вот такую вот интересную завлекалочку. Давайте замерим, что у нас в итоге получается. Если мы набирали 41 воздушную петельку, если это же плотность вязания, этот же крючок, да, это же получается пряжа. Сколько это будет в сантиметрах, интересно. Ну, конечно, это первоначальный замер без тепловой, влажной тепловой обработки. 20 сантиметров. Так. И здесь получается у нас сколько веерочков получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, пусть да, посчитаем 8 рядов веерочков и 2 наборных ряда, да, 10 рядов. Это у нас получается 11,5 сантиметров. Интересные, да. В качестве, так скажем, эксперимента можно сделать разные цветовые вариации, да. Что это в первую очередь? Мне почему-то казалось, что это будет кофточка. Потом подумал, что, возможно, будет пледик, да. Ну, как всегда, я жду ваших идей, комментариев, куда можно использовать данный узорчик. И хочу сказать, что ниточки на самом деле очень классные, ниточки очень приятные на ощупь, да, когда вы непосредственно с ними работаете. То, что они немножечко как бы расходятся, да, вот как бы ниточка сама по себе цепляется. Но это не часто, это не сильно, это вообще не критично. Вот такая вот красота получается. Хотела вам еще сказать, что у меня на канале есть вот такой же узорчик, смотрите, в самом-самом начале. Я ссылочку на него оставлю в описании. Вот, делали вот такую тоже сеточку-решеточку. Она, конечно, немножечко по-другому вяжется. Посмотрите, кому будет интересно. Немножко поплотнее, да. И получается вот эти вот ромбики, ну как поплотнее, видите, как тянется за счет воздушных петелек. Выглядит поплотнее, да. Здесь получается ромбики побольше, здесь ромбики поменьше. Тоже интересный узорчик. Обязательно загляните, посмотрите. Так, я надеюсь, видео вам понравилось. Я надеюсь, вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. И, естественно, нажимайте на колокольчик, потому что придут уведомления о новых видео. И не забывайте делиться с друзьями, с подружками. Под видео находится стрелочка «Поделиться» в соцсетях. Нажимайте, делитесь. Заранее спасибо большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.